Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально все очень просто и хорошо». Простота делает нас мудрее. Простота делает красивее. Простота есть закон этой жизни. Чем ты проще, тем проще тебе живется, тем всем проще живется вокруг тебя. Ты никого не трогаешь, потому что тебе никто не мешает, и ты никому не мешаешь. Так, мы говорили в прошлом видео за молитву. Молитва, которая нас может энергетически и должна присутствовать в нашей жизни. Мы все очень связаны энергетически. Прежде всего, мы связаны с нашими детьми, людьми, родственниками. И каждый человек, это в том видео я рассказывал, должен молиться за своих ближних, прежде всего за детей. Это не должен, он обязан. Если мама родила ребенка с папой, они обязаны за него это делать. Они должны его подпитывать энергетически. Это не только засунуть еду. Это также молитва, энергетическая связь ваша с вашими детьми. Ту, которую вы не видите. Это та связь, которую вам говорили все мудрецы, старцы мира, все пророки. Они говорили: молитесь за ваших детей. Что это такое молитва? Это энергетическая подпитка ваших ближних, все планеты Земля. Вас учат быть богоподобным. Вам Творец дает бесплатно, и вы также должны учиться давать ее бесплатно. Я говорил за детей, так, бабушки, дедушки. Сегодня мы поговорим... Также очень важно, для чего это делает энергетическая подпитка. После определенного времени, когда вы это уже осознаете, вы это попрактикуете. Причем не важно, кто о вас что думает. Если вы молитесь за весь мир, за всех людей, в вас разгорается совсем другое понимание, другой свет, тот, который у вас не присутствовал. И он никогда не заканчивается, он постоянно разгорается в вас. Это такой непрекращаемый процесс. Вы можете развиваться, как в спорте. Вот. Ты можешь прогрессировать постоянно. Чем больше ты занимаешься, тем больше ты можешь разумно заниматься, прежде всего. Если ты разумный человек, ты должен разумно заниматься, также разумно молиться. Не так, что я преследую, чтобы я был лучше. Нет. Надо к этому... Но тут большая работа идет, душевная. Тут же вроде бы и есть желание, а тут же его и не должно быть, потому что оно будет вам мешать, если ваше желание стать сильно-сильным. Вы можете себя покалечить. Также и в духовном. Если вы хотите стать сильно духовным, не спешите, вы делайте, без фанатизма это все. Но делайте. Каждый день. Это очень важно, учить детей своих духовному развитию. Развитию и обучению, объяснению, что такое молитва, что такое желание другому человеку добра. Чем вы быстрее научите своего ребенка, объясните, и он сможет это понять, тем счастливее будете вы и ваш ребенок. Это такая, знаете, вот ты должен передать то, что ты понимаешь, и у тебя еще усиливается твоя жизненная энергия, понимание, осознание, потому что оно постоянно меняется. Оно не стоит на одном месте, как, знаете, там болото. Нет, оно как речка. Оно постоянно в движении, и постоянно прибывает к вам новая информация, ту, которую вы не знали даже вчера. Но вы даже ничего не читали. Вы ничего не видели, к вам она приходит сама. И не ищите этому объяснения. Так оно и есть. Это другая пища. Это не та, которая... Вот это физическая пища, приходит духовная пища. Чем больше вы желаете добра, чем вы больше излучаете добра, не на словах, а в душе. Вам не надо говорить. Вы должны учиться это излучать каждому. И особенно тем людям, которые о вас могут плохо думать, которые вам желают, вы это знаете, мы что вам говорили. О них еще надо больше думать. Не в том дело, чтобы им навредить. Вы этим помогаете им измениться. Но и тут же вы меняете себя. У вас нет больше никаких обид,
никаких депрессий. Вы себя освобождаете и помогаете другому. Земля – это такой кокон для воспитания душ, чтобы человек научился этим упражнениям, чтобы ему доверить более ответственную игру в будущем. Если вы бабушка, дедушка, для вас очень важно выполнять и думать, выполнять молитву и думать положительно за всех своих близких в семье. И этому делать каждый день. Потому что от вас очень много зависит. Вы даже не понимаете, насколько. Вы это не можете видеть, но это называли духовными знаниями. Я называю это даже энергетическими знаниями. Это энергию, которую вы, не видя, посылаете своим близким. И если вы этого не делаете, никакой вы не добрый. Сунуть кусок хлеба – это одно, а помолиться – это другое. Это трудиться надо каждому из вас. Да. Не так, что я вырастила все и гуляйте вальсом. Нет, гуляйте вальсом. Но в ваши обязанности входит молиться и послать энергию своим чадам до конца жизни. Иначе близким, чаду, потом тем людям, которые взаимодействуют с вашими чадами, они же не едины в мире. Это все энергии. И все планете Земля. И Творцу, конечно же. Это входит в ваши обязанности. Вы не можете сказать, я склеила ручки, я вырастила и ушла. Нет. В физическом, да. Там, вы не должны уже, вы должен зарабатывать каждый сам. Но в духовном вы это обязаны делать до конца жизни. Вы понимаете, что я говорю? Обязаны. Если в один день вы решили дать возможность прийти душе на эту землю, и вы сказали, я готова, или я готов, чтобы душа пришла, я ей буду уделять всю жизнь внимания. Вам дали эту возможность, вам послали эту душу, чтобы вы научились быть родителями. То есть воспитывать, отдавать любовь, энергию, не только забирать. Многие умудряются забирать, там, ты мне должен, там, кто детей кормит, те. Но это мы не за них говорим. Это первоклассники. Они еще не поднялись, они не поняли еще, что это такое. Их осуждать тоже не надо. Они учатся. Всем дано право учиться. И всем дано право на ошибку. Нельзя никого не осуждать. Никого. Когда человек созрел уже и осознал себя, он понимает все эти процессы энергетически, естественным путем уже. Для него это становится так естественно, так же, как для вас положить хлеб кусок в рот. Это становится так же естественно. Понимаете? Вот если вы понимаете, что вам надо покушать, вам надо положить, это вот физическое, то людям созревшим, они понимают, что это так же самое важно духовное, не меньше, даже порой больше. Так говорил Иисус в Библии, что и хлебами так Он кормил. Он кормил так, что люди забывали, они есть не хотели. Никакие рыбы не сыпались сверху, сыпались духовные рыбы. Люди забывали, что надо есть. Это людям осознание, что сыпалась рыба и хлеба, чтобы человек начал хотя бы понимать, что есть духовное. Вы понимаете, это были начальные упражнения для новичков. Но ее ассоциировали, духовную пищу, с хлебами, с физическими. И он говорит, он насытил этих людей. Что значит насытил? Когда он говорил речи, научал, поучал людей новым знаниям, новому существованию и бытию, существованию друг с другом, прежде всего друг с другом. Чтобы игра была интереснее, там, можно сказать, с первобытного люди переходили в определенный другой уровень сознания. Первобытные, потому что могли убить, заколоть, когда захотят. А это надо учить. Вы понимаете, что сейчас мы уже дошли до нормального уровня.
Но некоторые продолжают это делать, но нам другие не интересны. Нам интересно, что мы узнаем. Игра очень короткая. 70, 80, 60, 10 лет, у кого как. И все, опять ушли с этого класса. Игра закончена. Именно в этом. И чем вы быстрее это поймете, научитесь, тем будет легче для вас. И он кормил хлебами какими? Духовными. Но в Библии написали, это ассоциация с физическими хлебами, что хлебом он насытил, и раздали все это. Это были духовные хлеба. Но в Библии это была ассоциация с физическими. Никакой хлеб не падал. Ниоткуда. Если человек еще пока не верит, что можно духовными насытиться хлебами, духовными, у них еще не было тогда ни спорта, ничего, поверьте. Они занимались очень примитивными работами каждый день. Плели там заборчики и эти штучки, и ходили там на базар. Очень примитивная была жизнь. Не такая, как сейчас, скажете, куда энергию девать. Да, соответственно, и людям не надо было столько пищи много. Они ели меньше. И он мог насытить духовными хлебами. Это понимает уже созревший человек, что это возможно. Но не в том смысле, что я сейчас должен начать не есть ничего там и кому-то что-то доказывать. Прежде всего, я никому ничего не доказываю. Я излагаю свой внутренний мир, как я это вижу. Я не претендую на истинность с первого или последнего источника. Я так вижу мир. А уже вам решать, как он выглядит. И надо ли оно вообще решать. Можете просто для себя посмотреть на свой внутренний мир. Вот смотрите, как вы думаете. Думали ли вы так до этого? Или может что-то у вас начинает изменяться? Ваше мышление начинает, может, изменяться. Смотрите на себя постоянно. Не старайтесь осуждать того или иного человека. Проверяйте у себя, развита ли у вас эта часть отдавания, отдачи, или вы хотите брать постоянно. Анализируйте себя, это самое важное. Неважно, какой я для вас. Важно, какие вы для себя. Научились ли вы отдавать? Научились вы ли любить? Или вы любите только финансами, а молитвы ни одной за ребенка не произнесете? За ближнего, за страну, за всех. Понимаете, говорить можно одно, а в душе делать другое. Мудрые люди так всегда делают. Они могут говорить одно, а в душе быть совсем другое. Которые люди не поумнели, они то, что думают, то и говорят. Кто на самом нижнем уровне, говорит одно, а думает другое. Только это все вниз. Говорит хорошие слова, думает плохо. Кто созревший, думает хорошо, но может даже сказать кому-то плохое. Ну как плохое? Для обучения того или иного человека. Он может сказать его жук поддеть, а это заведет в другом человеке определенные инстинкты. Но он понимает из души, он бы этого не говорил, если бы человека не надо было за что-то там задеть. Он-то говорит, он проверяет, созрел он, чи не созрел. У него нет цели оскорбить того человека или какую-то ненависть плести. Он проверяет, сможет он сейчас понять тот или иной урок, задачу для этой души. Потому что созревшие люди это очень хорошо видят уже. Очень. Это все созревшие люди. Это не один какой-то человек. А также в жизни мы можем энергетически также помогать людям исцеляться. Это очень важно. Вы можете помочь исцелиться своим близким, детям, родственникам, стране и миру. Если вы будете пребывать в молитве. Что такое молитва? Это бессловесное, можно словесное, пребывание самим собой, осознанное. Ты сел
5 минут, и ты желаешь тем или иным людям счастья, добра, благодаришь, что ты жив, что тебе дается возможность жить. Если кто больной, молись за него, чтобы он исцелился, Творец. Поверьте, каждому он дает ту меру, которую он сможет вынести тот или иной человек. Больше он никому ничего не дает. Я вас всех люблю, обнимаю. Всем хорошего настроения, мужикам привет, девушкам поцелуй. Вы все прекрасные. Подписываемся на канал, бо мы того варті. Мы того достойны, это по-русски.